Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале, и сегодня я вам покажу рецепт домашней антицеллюлитной мази. Она очень и очень хорошая. У нее эффект один в один. Может, слышали, салонная процедура виски пеленания называется. Так вот, рецепт, рецепт, конечно, не один в один, а вот результат, мне кажется, это может быть даже еще и лучше. С тем расчетом, сколько денег экономится, то, конечно, это бомба просто. Итак, что касается самой мази. Для начала, для основы нам понадобится любой крем, желательно любой детский крем. Я беру, сейчас у меня петрушка, там бесплатная петрушка, укроп, любой крем, желательно, конечно, все-таки детский, не надо брать там какой-то взрослый, потому что там могут быть дополнительные какие-то ингредиенты, которые могут повлиять уже на конечный результат. То есть, да, проверяем, чтобы крем, я и так-то знаю, что этот крем подходит для этой мази, но показываю вам. Вот видите, у него текстура, вот как бы вот, жидкий он такой вот, он легкий, вот такой. Но главное, чтобы крем у вас вот не ложился вот так вот, стоячим не был, вот, потому что он не растворится с остальными ингредиентами, он просто комками возьмется, и у вас такая, как бы, я не знаю, каша, не каша получится, получится не то, и оно вам не понравится. Итак, детского крема для основы нам понадобится где-то со столовую ложку. Итак, я вам вот... Ага, сразу хочу сказать, что на себе я показывать не буду. Достаточно. Вот так. Так, я буду пальцами. На себе я показывать не буду, потому что, во-первых, я пока не умею работать с камерой так профессионально, да. Я мама, я жена, и, в общем, чтобы муж не обижался, себе стыдно не было. Просто вам показываю пока рецепт. Может быть, когда-то что-то поменяется, я его как-то усовершенствую, потому что я и эту мазь по-своему-то усовершенствовала. Изначально я и рецепт знала совсем другое. Так, взяли мы столовую ложку. Да, сразу скажу, до этого объема, что нам, вот как я вам показываю, да, вот этого объема, который у нас получится, то есть мне, когда было 60 килограмм, оно мне хватало на мои проблемные зоны. Мои проблемные зоны — это, живот. Понятно, антицеллюлит, он у нас на ягодицах, он у нас там на ногах, на бедрах. Но так как как бы эта процедура, она уменьшает объемы. И живот мне, естественно, живот, бока мне тоже не нравится. То есть я этим кремом одновременно и живот с боками обрабатывала. Значит, так как я на себе не показываю, я вам показываю, насколько мне хватало, опять-таки, при 60 килограммах, 1,73 м у меня рост, то есть вот так, такая у меня модель, то есть где-то вот чуть выше пупка до грудей и где-то вот выше колен. Вот это вот такая вот территория моего тела вот обрабатывалась этим кремом. Он идет, его идет очень-очень мало. Так, сейчас, то я уже... Дальше, что нам дальше понадобится? Дальше нам понадобится 4 ампулы кофеина. Кофеин, он еще бывает в этом самом, в таблетках. В таблетках он не подходит. Там, если раздавливать в порошок, его смешивать не надо. Надо брать именно в ампулах. Достаю я из ампула обычным медицинским шприцом. Так, нам понадобится 4 ампулы. Я его буквально вот вчера покупала в аптеке. Он мне обошелся в 26 гривен. Так, 4 ампулы у нас идет на одну порцию крема на один раз. Но если вы будете полностью себе делать,
то, конечно, вам понадобится, ну, полностью в смысле тела, вам понадобится больше. Ну, вы сделайте первый раз, посмотрите, а потом вы определитесь. Ну, конечно, так. Так, неудобно снимать. Не видно. Так. Ну и таким образом я извлеку кофеин из ампул с остальных 3 ампулах. Так. Вроде бы должно легко открываться. Так, надеюсь, YouTube не заблокирует данное видео. А то у меня уже с ним траблы по поводу моего канала. Так, данная мазь не должна контактировать у нас с металлом. То есть, как видите, я это сделала в стеклянной емкости. Так, и буду размешивать его зубочисткой. Ага. Так, зубочистку мы отложим. Попробую китайской палочкой. Или как она, не китайская палочка, для китайской еды. Где-то были у меня мандариновые, апельсиновые палочки для ногтей. Она такая потолще, получше. Так, нормально у нас крем сошелся с кофеином. Вот так. Так, ну и звездочка данной мази. Ну, звездочка в смысле не звездочка крем, а звезда. Основной ингредиент это тоже мазь. Мазь. Так, капсикам. Вот только достала ребенок сегодня вот. Как она его отломала, бог его знает. В общем, это мазь капсикама. Я знаю, что ее любят, скажем так, спортсмены, потому что она используется там при... Если что-то потянули себе, там мышцы какие-то, вот, то ее в основном используют спортсмены. Ну, а так в домашних условиях, вернее, дома она тоже очень сильно пригодится. Ее для этой дозы нам понадобится буквально горошинка. Да, милашка мне помогла. То есть так, чтобы видно было где-то... Так, чуть-чуть, вот. Да, вот этого будет достаточно. Вот такого вот количества капсикама. Вот. Капсикам, я знаю, он... Так, видно, не видно, чтобы тут фокус. Ну, вот так. То есть именно вот этой мази ее нужно очень мало. Я первый раз, когда делала, я переусердствовала, я выдавила ее как будто на зубную щетку, вот где-то такой объем. И то есть я сделала себе процедуру, и
Я сорвала с себя буквально там через 3-4 минуты после нанесения, я сразу побежала, ну, смывать это все, потому что пекло невыносимо, и на коже уже появились красные пятна. То есть хорошо, хорошо вот эту мазь, ну, в смысле капсикам, размешиваем с нашей мазью. Ну, для себя я делаю эту мазь, такая бэушная есть у меня от крема, стеклянная баночка. И там мне удобнее, конечно, ее все это делать. Сейчас я делаю в мисочке, просто чтобы вам было видно. Вот так. И в принципе все. Наша антицеллюлитная мазь готова. Дальше мы ее наносим на чистое тело. Наносим тонким-тонким слоем. То есть не надо ее там сильно прям втирать, чтобы у вас там кожа там впитала. И то у меня, по-моему, даже вот такое вот количество ну, мне многовато было вот для живота и бедер. Ну, смотрите. Так, показываю как бы на своей руке. Всегда, всегда делайте пробу. Не надо сразу там вот бежать, сразу на себя наносить. Если вы что-то почувствуете, что что-то у вас не так, что-то вам не нравится, сразу все снимайте. Я сейчас дальше покажу вам, как ее, ну, как это обертывание, вискообертывание дальше делать. То есть все с себя снимаете, идете и быстро смываете. Так, значит, просто вот наносим. Она не жирная, она приятная. Запаха вообще никакого. Тут запахи не смешиваются. Вот видите, вот сколько мне хватит. Мне кажется, мне даже выше локтя, да мне до плеча, наверное, хватит. Вот. Но это я втираю. Вот. А так просто наносите. Там легкими движениями раз-два намазали и вперед. Так, дальше. Дальше после нанесения там на тело или на те конкретно участки, которые вам надо, мы делаем уже само обертывание, но мы не используем дорогие за 5000 бинты, которые это используют в виске обертывания. То есть нам понадобится обычная пищевая пленка. И вот эти участки, на которые вы нанесли наш домашний, нами сделанный антицеллюлитный крем, в общем, эти участки надо обмотать. И обмотать нужно туго. Нужно делать как бы вот как моделирование, что ли. Понятно, может, те профессиональные бинты, может, они там эластичнее, там шелковистее, ну что можно еще для рекламы придумать. Пленка, она не такая, но она нормально справляется со своими данными обязанностями. В общем, надо как можно туже. То есть не передавить кожу, а нужно вот именно обмотать. Ну и чтобы и как бы и не болталось. Вот прям так. Так. Вот так, видите. У меня, кстати, подруга, что она у меня была сделала. Она сделала сама этот крем, нанесла все как положено, и в конечном этапе она просто использовала старые пакеты. Она их разорвала, и так, чтобы типа не запачкаться. Это не подходит, потому что у нас задача, ну не то, что не испачкаться, а у нас задача, нам нужно смоделировать нашу фигуру. И вот пищевая пленка, ну вообще в этом незаменимая. Вот. Смотрите, как я намотала. Ничего не передавила, рука не передавленная. Так. Ну, будем считать, что мы вот обработали все тело, да, которое хотели. Дальше. Что дальше надо? В салонах, я знаю, вискообертывание где-то используют, вернее, где-то выдерживают около 40 минут. Там получаса, минут 40, но не час. А здесь надо выдержать 3 часа.
И его надо выдержать в тепле. Опять-таки, в тех же салонах, там у них есть такие там специальные, то есть вас не то, что там одеялом там закутывают, а там какие-то специальные такие из фольги, как коконы, туда человека помещают, и человек там лежит, согревается. В домашних условиях, да, лично я одеваю пижаму теплую. Сейчас я покажу. Так, вот такая у меня пижама. Так, сейчас я вам не пижаму стараюсь показать, а стараюсь показать, из какого она материала. То есть вот вроде бы она тоненькая, потому что у меня до этого у меня прям шуба была. Она заказала на Алиэкспрессе, там реально пришла шуба. Даже для наших зим, когда у нас там 30 градусов мороза на улице бывает, она очень жарко в ней было. Так, ну вот такая она теплая, она мягкая и теплая. Я одеваю эту пижаму и залажу под теплое одеяло. То есть не летнее, а именно теплое. И где-то я слышала, что девчонки, ну это, наверное, из подруг моих кто-то говорил, потому что я очень давно пользуюсь этой мазью, этим кремом, как его, крем, мазь, не знаю, как оно правильно в итоге у меня получилось. Но я очень давно им пользуюсь, и ну, ни разу он меня не подводил, и знакомым своим говорила, и девчонки им пользовались. Так вот, девчонки говорили, что они вот оделись, и каждая пошла своим делом заниматься. То есть одна там готовит, другая пылесосит. Но лучше вот именно лечь в кровать, закутаться одеялом, возьмите там с собой книгу, возьмите с собой наушники, телефон, включите телевизор. Сейчас так много возможностей чем-то себя отвлечь или просто ляжьте, поспите. Только обязательно, если вы уснете, на всякий случай поставьте на 3 часа будильник, чтобы вы вовремя. Не надо с ним спать там всю ночь с этим обертыванием. Ни в коем случае. Так, вот так. И что еще такое, чтобы не забыть с этим обертыванием? В общем, отдыхаете 3 часа. Через 3 часа у вас из тела выделится очень много воды, и у вас вот эта клеенка, вот я как ее вот обмотала, скажем так, профессионально со своей точки, потому что я уже не один раз делала, я и передавливала тело, то есть я уже знаю, как замотать свое тело, чтобы оно, чтобы нормально все было. Вот так. То есть вот, ну, вот это правильно замотано. И через 3 часа выделится очень много из тела воды. Прям воды. И эта клеенка, она будет просто на вас ездить. Вот как вы туго не перемотаете, она не будет держаться. Вот она гулять будет, и она очень легко, там сама почти снимется. То есть там без труда вы ее из себя удалите. Так, дальше. Когда пройдет 3 часа, снимаем пленку. Сейчас я ее, конечно, буду разматывать. Ну, у вас все получится, потому что он такой простой, что, ну, я не знаю, запутаться, мне кажется, невозможно. То вы легко все снимете. Вот видите, уже даже пошла реакция. У меня тело чуть-чуть покраснело. Я, например, не чувствую этого. Но вы обязательно перед началом, если вы никогда этого не делали, вы никогда с капсикомом или капсикамом никогда не сталкивались. Вот видите, обратите внимание. Я не чувствую, например. Вообще боли никакой не чувствую. Вот это только начало. Конечно, когда я первый раз делала, когда я капсикома переборщила, ну тогда это вот, ну это просто вот пятнышко. То есть вот смотрите и делайте выводы. То есть первый раз вы берете просто и делаете себе тест. Вот так. То есть это не аллергия, это нормально. Хотя никогда его на руку не наносила, но я не переживаю. Так, вот так. Дальше. Когда вы снимете клеенку, идете в душ опять. И дальше вы снимаете обычным маслом. Но я снимаю оливковым, любым. Но у меня на данный момент пока такое. Ой, я уже сняла, и воздух пошел. Начала сильнее печь.
потому что еще вода как бы не вышла. Так, снимаем этот крем обычным маслом. Если у вас нету, например, оливкового, подойдет обычное, даже подсолнечное, даже если вы его просто где-то там или в кустарных условиях оно было сделано, то есть в маслобойке, да, или олиня, как оно называется. Ой, я переборщила, это очень много. Так, ладно, бог с тобой. Так, ага. Ай, сейчас еще разолью. То есть мне масла нужно совсем немного. И мы снимаем маслом. Страшно, кажется, да? Ну, как говорила моя мама, красота требует жертв. Вот так. Вот это вот сколько я нанесла. То есть сюда я не наносила. И оно так пощипывает. У вас тоже должно пощипывать как бы. Вот. То есть не печет, а пощипывает. Так. Мне неудобно левой рукой. Мне вообще неудобно, потому что это видео я снимаю даже не то, что это, а вот такое видео, в таком D-формат, да, это называется. Это у меня вообще первый раз. Так что не судите строго. До этого у меня просто видео были с текстами, но сейчас YouTube мне сказал, ай-яй-яй, типа это неправильно. Так что спасаем канал, скажем так. Вот, видите, оно еще сильнее. Ну, что я могу сказать? Да, так он действует. Может, конечно, в салонах оно не так. И такие реакции. Но если вы боитесь, вы можете положить еще меньше капсикама. Потому что все... капсиком, как он правильно. Потому что это он вот это так дает. Если вы его просто намажете, если вы, не дай бог, там потянете себе мышцу, и вы будете им пользоваться, у вас будет, ну, еще и не такой эффект. Так что я же говорю, я насколько им пользуюсь, я намазала-то и пошла себе отдыхать. А это вот смотрю. Так, да, забыла. Я начинаю забывать. Все, скажем так, сняли, ну, обработали вот эту нашу территорию маслом. И дальше, сейчас я закрою, чтобы не разлить. Так, когда мы обработаем уже маселком, это все мы делаем в душе, естественно, я дальше использую вот такую вакуумную баночку. Она вот, да, она антицеллюлитная. Сразу скажу, лучше берите стеклянную, потому что есть еще вакуумные, где их можно купить. Купить их можно в аптеке или же на крайний случай в медтехнике. Еще на крайний случай можно их купить в интернете. Стеклянные, они считаются травмоопасными. Почему? Потому что, ну, вот здесь вот, видите, вот здесь вот должно быть гладенько. И когда вы будете покупать, если вы будете, ну, не через интернет, конечно, через интернет вы не проверите. Если вы будете покупать в аптеках, вот, первым делом вот этот ободок. Вот пальцем провели, потом она классная, конечно, для вакуумного массажа. Так, и можно пораниться, если будет какая-то хоть царапина. Как она работает? Работает она как банки раньше вот это ставили, вот с факелом, знаете. Она так же самое, только вот прижимаем кружку. Так, не знаю, здесь, наверное, тоже не получится. Никогда же на руках не использовала. То есть вот берем. Угу. О, ага. Так. То есть это мы делаем на той коже, которую мы обработали. Я, как правило, я это делала на ногах, на ягодицах, ну и живот. То есть, если это будут ноги. Что касается этой банки,
прочитайте обязательно инструкцию, потому что не всегда они продаются в коробке, потому что я один раз видела ее в коробке, и в той коробке там был набор, там было 5 штук, их очень много видов, ну, много, 5-6. Там для лица, там овальная, квадратная. Ну, в общем, нам надо вот такая круглая. И, в общем, взяли кожу. Если это нога, да, то есть мы берем и тянем вверх. Так, надеюсь, тут видно все. Вот, то есть берем и несколько раз, ну, там на первый раз 1,5 минуты и до 3 минут увеличиваете себе процедуру. Вот так. Ну, на руке она не берется. Вот так. На ногах она, на тех местах, где много лишнего, но хорошо берется. Итак, значит, ни в коем случае вот так не делаем, потому что она как хорошо она подтягивает, так хорошо она и растягивает кожу. То есть на ногах берем, делаем вот так. Схему можно посмотреть в интернете, загуглите, как пользоваться целлюлитной банкой, антицеллюлитной вернее, и там вам выдаст схему. В картинке заходите, и там со стрелочками, там как бы вот в таком плане, там очень много таких картинок, очень много таких инструкций. Ну, ноги вверх. Если это ягодица, даже ничего нету. Да, как же это нету. Значит так. Ноги вверх. Выдавливаем, захватываем кожу, тянем вверх. Выдавливаем, захватываем кожу, тянем. Ай, запела. Концерт окончен. Значит, ноги я вам показала. Если это живот, захватываем сверху пупка и по часовой стрелке. Если это ягодицы, получается, правую ягодицу мы по часовой стрелке, вот так вот круговыми движениями, левую ягодицу против часовой стрелки захватываем. И самостоятельно это нормально себе сделать. Вот так. Все. Сделали себе такой массажик. Принимаем душ с мылом. Здесь я не буду смывать при вас. Я его-то смою, но при вас я не буду его смывать. То есть, так, поверите мне на слово, смою после того, как закончу с видео, со съемкой. Так, чтобы не забыть, с мылом или с гелем. И обязательно потом на кожу наносим гель, крем для тела, все, что у вас есть, там без разницы уже там. И желательно, чтобы это, вот этот крем, последний уже, когда вы будете наносить на кожу, чтобы он не был антицеллюлитным. То есть, чтобы он был просто кремом для тела. Любой бюджетный можете Avon брать, можете Oriflame, что там еще есть. Я просто не пользуюсь такой косметикой. Вот я лучше куплю в супермаркете. Вот. Так что хотя бы вот таким вот обычным, любым кремом можете намазать. Окончательный вот это будет ваш уже шаг в данной процедуре. Ну и в принципе все. Вот это раздражение до утра. Ну, я, как правило, это вечером делаю. То есть, чтобы вы знали, если вы будете куда-то идти, к примеру, чтобы вы не сделали процедуру, а потом вам там надо на дискотеку, да, этого, конечно, делать не надо, потому что вот если у меня на руке, то, наверное, у меня и на коже. Хотя я никогда как бы, да я и не смотрела. Когда полностью намазался, то то, конечно, лучше такого не делать или делать вот на ночь. Вот так. Ну, в принципе, это все по данному рецепту. Так, вроде бы я ничего не забыла. Кофеин, капсикам. Кстати, капсикам, он в переводе с английского стручковый перец. Стручкового перца здесь нету. Если взять по составу, да, ну тут на українській мові диметилсульфоксид, наверное, диметилсульфоксид, камфора рацемічна, олія терпентинна, там масло, бензил
никотинат, но не вамид. Вспомогательные вещества – это спирт тип А, цетостеариловий, емульгований натрій, цетостеарил сульфат, полисорбат, бранопол и вода очищена, то есть чистая вода. Вот так. Если у вас на какие-то есть ингредиенты, какая-то аллергия или личное невосприятие, то, конечно, не надо им пользоваться, каким бы он хорошим не был. Противопоказанный он. Если есть индивидуальная чувствительность, беременность, период грудного вскармливания и детский возраст. Вот это детям его нельзя. До 18 им тоже пользоваться, а еще лучше до 21. Там у вас все и так хорошо. Там пользоваться не надо. Ну, вроде бы все сказала. По рецепту точно все, по ухаживанию точно все. Сразу делайте тест, не надо первым делом бросаться. Крем хороший, поверьте мне на слово. Пользоваться им 2, там максимум 3 раза в неделю. Мне, например, хватало 2 недель, то есть 4 раза. Ну, как бы у вас с моими 60 килограммами, вот, мне было достаточно. И то я делала это только летом. А зимой я ела. Много ела. И пила тоже. И пиво пила. Ну, потому что Новый год, месяц рая гастрономического, как тут не удержаться. Тем более знаешь, когда знаешь вот такие рецепты, то позволяешь себе много лишнего. Так что, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Можете даже, если не понравилось, можете дизлайк поставить, потому что, мне кажется, многих напугала вот такая реакция. Ну, я вам говорю, да ничего страшного. Вот как бы так. Хотя у меня такая реакция, потому что я уже 3 года им не пользовалась. Ну, это у меня связано с тем, что беременность была, и потом почти 2 года я грудью кормила. Вот как бы так. Мы только недавно от груди я ребенка отлучила, и так как я ее дочку кормила довольно-таки долго, она у меня знает, что такое цития. И вот когда мы засыпаем, она у меня все равно вот это все поднимает вот на мне, потому что тоже вот моя ошибка, мы спим вместе, она мне все поднимает и вот ищет цитию, так она засыпает. Так что, а он вот этот крем, кстати, да, вот тоже такой вот нюанс. Если вы там планируете на вечер какой-то интим, то не надо. Никакой мужчина вас не выдержит. Будет печь даже и при вот в таком тактильном контакте. И, конечно, вот у меня просто, я по мужу уже знаю, и вот с ребенком вот, и я его не делаю, потому что я знаю, что когда она там спать захочет, она мне вот это все подымет, и для ребенка нельзя. Вот так. Да. Так что спасибо вам всем за просмотр. До свидания. В общем, решила я снять еще постскриптум. Бардак не убирала специально, даже вот как видите на ложке крем не засох. То есть хочу показать вам, вот прошло где-то с полчаса, 25-30 минут. Так, вот моя рука. Так, вот так. Вы знаете, оно, вот сейчас смотрю через экран телефона, оно страшнее выглядит на видео, чем на самом деле. То есть я специально вот, я руку помыла с мылом. И, как видите, крема никакого я не наносила, ни детского, вообще ничем не мазала. Так, руку отнесу подальше от камеры, потому что страшнее выглядит на видео, я так смотрю, чем в реальной жизни. Тогда я не буду убирать со стола до утра, потому что сейчас 12 ночи. Я не буду до утра убирать со стола, чтобы вы видели, что я вас не обманываю. Я вам покажу уже, какое же оно будет на утро, где-то через 5-6 часов. Итак, постскриптум номер 2. Я специально не убирала со стола,
Вот тут эта ложка, которой я меряла крем, да, вот вы видите, она еще не до конца засохла. То есть это для того, чтобы как бы дать вам понять, что не 10 дней прошло с момента процедуры, то есть прошло буквально 10 часов, ну и вот так оно выглядит. То есть нету раздражения, нету покраснения, это не ожог. Но вы все равно перед тем, как начать, сделайте себе обязательно тест. Что я еще хочу сказать? Я делала мазь без перчаток и прикоснулась случайно к носу. И он у меня начал, ну так, пощипывать очень неприятно. То есть смотрите, чтобы не было там проблем с походом в туалет, да, потому что он с рук не очень быстро смывается. И даже и маслом я там, и кремами все равно оно, ну так, щипало, скажем так. Что еще сказать? Ни в коем случае не мажьте эту мазь на лицо, как бы она вам не понравилась. Потому что, ну, это я просто помазала, показала вам и сняла, да. Я не выдерживала 3 часа. Там, я не знаю, на руках, я же говорю, никогда на руках не делала. Мне кажется, на моей, по крайней мере, особо разницы не будет. Ну, у меня было очень много соблазнов в свое время сделать это на лицо. Настолько вот хороша была кожа после процедуры на теле. Но все-таки здравый смысл взял верх, и я этого не делала. И ни в коем случае, я прям вас предупреждаю, не делайте, не наносите. Как бы вы там не говорили, что там возраст, что у меня там кожа плохая, что на сапоге лучше старом, чем у меня на лице. Нет, это только для тела. Так, в принципе, вроде бы все, что хотела, все сказала. Ну, будем прощаться. Пока.